Первая половина сезона 24-25 в НХЛ для болельщиков Нью-Йорк Рейнджерс оказалась далекой от ожиданий. Команда занимает 14 место в Восточной конференции, отставание небольшое, но сам факт, что приходится соревноваться за место в плей-офф с Монреалем, с Баффало, говорит нам о многом. Я без негатива к этим клубам, они честно и уже достаточно давно признались нам и общественности, мол, идет перестройка, не трогайте нас. А вот Рейнджерс в надобности этой перестройки долгое время сомневались. Так что же, нужна ли копам полная реконструкция или можно обойтись косметическими изменениями? Именно в этом и предлагаю разобраться в сегодняшнем ролике. Вы на канале Где моя клюшка чувак, подписывайтесь на него в ютубе, ВК, Телеграм, все ссылки в описании, QR-код на вашем экране, а мы начинаем. Перед началом сезона от Рейнджеров ждали многого. Почему? Ну, во-первых, неплохое выступление в прошлогоднем плей-офф, а во-вторых, копам удалось сохранить всех лидеров и на первый взгляд даже точечно усилиться. Ведь в прошлом сезоне Рейнджерам не хватало как раз глубины. Основной же проблемой была реализация моментов, особенно в ключевых матчах. Несмотря на все это, летом букмекеры и эксперты давали достаточно смелые прогнозы на предстоящий сезон 24-25. В регулярном чемпионате Рейнджерам пророчили место в топ-4 Востока, а в плей-офф финал конференции. Ожидания были высоки, но скорее оправданы, чем нет. Что же сейчас с командой? Рейнджерс показывает максимально нестабильную игру, что отлично видно по их последним матчам. В некоторых встречах команда включается, показывает свои большие яйца, но затем снова неудачи. И так весь сезон. Для максимально красочного представления всей тяжести ситуации предлагаю сравнить командную статистику текущего и прошлого сезона. И мы с вами наглядно увидим, что просел абсолютно каждый показатель. Заброшенные шайбы 113 в 39 матчах, это в среднем 2,9 за матч. В прошлом же сезоне этот самый показатель был равен 3,39 шайбы за матч. Далее пропущенные шайбы 3,15 за матч, а в прошлом сезоне 2,76. Игра в большинстве 17,1%, реализации лишнего это лишь 26 место в лиге, а в прошлом сезоне этот показатель был равен 26,4%. Третье место по лиге. Нейтрализация меньшинства 83,9, четвертое место вроде хорошо, но и здесь в прошлом сезоне Рейнджерс были лучше 84,5%. Броски по воротам соперника 30,1 за матч, в прошлом сезоне 31,5. Допущенные броски уже по своим воротам 31,4, в прошлом сезоне 29,5. Тотальные проблемы при игре в большинстве, в обороне, в атаке, в общем полный хаос. Но мы пойдем по порядку. Мика Зибанижад. Парень подписал контракт на долгие годы и вообще не парится. Еще в прошлом сезоне к Мику появлялись вопросы. Когда он пропадал, испарялся в важных матчах, помимо этого еще его зачастую критиковали из-за его неубедительной игры в обороне. В этом сезоне у Зибанижада 34 матча, 8 голов, 16 голевых передач, а показатель полезности вообще минус 19. Крис Крайдер. У меня такое чувство, что у Крайдера пропало голевое чутье, причем это касается не только завершения, но и потенциальных голевых передач. В первую очередь Криса оценили за его умение играть на пятаке, где-то закрыть обзор, где-то подставить клюшку, но и это куда-то улетучилось. Panarin. In front, score! В текущем же сезоне Крайдер провел 34 матча, в которые забросил 13 шайб и отдал всего каких-то жалких 2 голевых передачи с показателем полезности минус 8. Такого плохого сезона у Криса в плане статистики не было никогда. Артемий Панарин. Кто-то спросит, что Артемий делает в этом списке, ведь у него 40 очков в 37 матчах. Да, все это так, но вот что я заметил. Он реже бросает по воротам, реже берет инициативу на себя, не ведет команду за собой. Если первые два показателя еще можно подкрепить статистикой, то про лидерство это лично мое мнение. В текущем сезоне у Панарина 112 бросков за 37 матчей, это в среднем 3 броска за матч. В прошлом же чемпионате этот показатель был равен 3,7 броска за матч. Чувствуете эту разницу? Помимо всего этого, показатель полезности у Артемия минус 9. В последний раз вообще в минус Артемий уходил в сезоне 12-13, когда играл за чеховский Витязь. Ох уж эти суровые российские зимы.
Кстати, за последние 7 матчей, 6 из которых были против лидеров чемпионата и прямых конкурентов, Панарин набрал всего 3 очка. Это 1 шайба и 2 передачи. Джейкоб Труба. Очень печальный и достаточно нерезультативный сезон от капитана, казалось, одного из самых стабильных игроков команды. За 24 матча Джейкоб отличился лишь 6 голевыми передачами, помимо этого просели и оборонительные показатели, вследствие чего капитан был обменен в Анахайм Дакс. Взамен Рейнджерс получили драфт-пик в 4-м раунде и Ваканаянина. О нем поговорим чуть позже. Ну и последний лидер команды, который попадает под мой мини-разнос, Игорь Шестеркин, после подписания рекордного контракта среди всех вратарей лиги не показывает той уверенной игры, когда он еще претендовал на Визина Трофи. Пропускает много необязательных голов, а недавно еще и травмировался. Всего в этом сезоне у Шестеркина 27 матчей, процент отраженных бросков 90,56, а коэффициент надежности составляет 3,1 шайбы за матч. И единственный сухой матч, оформленный в начале чемпионата, так и остался последним. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, руководство Рейнджерс сделало несколько трансферов. Например, совсем свежее подписание Артура Калиева из Лос-Анджелес Кингс, где за 188 матчей в НХЛ 23-летний нападающий набрал 71 очко, 35 шайб, 36 голевых передач. Калиев нападающий с потенциалом, который нуждается в перезагрузке своей карьеры. В этом сезоне у него всего 5 матчей, да и те в АХЛ, 1 гол и 1 голевая передача. На этом все. Но и был подписан соответствующий контракт на 1 сезон на сумму $825 тысяч. Следующий трансфер — это Вильям Борген. Был подписан на место ушедшего капитана. Вильям известен как довольно надежный праворукий защитник и уже используется во втором звене. Также подписали Ваканаянина. Очень хорошо читает игру и постоянно держит голову поднятой и быстро принимает решения с шайбой. К тому же классно играет в меньшинстве. А на выход последовал Капу Како, он переезжает в Сиэтл. В 30 матчах он набрал всего 14 очков. От второго номера драфта 2019 года ожидали, конечно, большего. Времени у Капа было достаточно, он провел в НХЛ более 300 матчей. Трансферы, конечно, дают надежду на улучшение ситуации, но в данный момент они точно не решают всех проблем. Калиев, Ваканаянин, Борген — хорошие игроки, но далеко не суперзвезды, которые будут решать исход поединка. Да и в руководстве Рейнджерс, я думаю, это понимают, поэтому у нас 2 варианта развития событий. Либо ждем, когда лидеры наберут привычную форму ближе к плей-офф, либо ждем трансферов ближе к закрытию трансферного окна, когда будет понятно, кто точно не попадает в плей-офф, откуда кого можно забрать. Но даже если что-то из этого случится, Рейнджерс не гарантирует себе место в плей-офф. Как и говорил ранее, 7 команд уже там, а за 8-ю путевку уже развязалась нешуточная заруба, сами посмотрите. А на этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. Рейнджерс, удачи, подписывайтесь на наш канал в YouTube, другие наши соцсети в описании, и всем до встречи через неделю.